Всем привет! Вы на канале Watching. Nixon – это один из самых узнаваемых фэшн-брендов на Западе. Пришло время рассмотреть их наиболее популярную линейку – Time Teller. Я уже делал недавно обзор на Nixon. Кто не видел, советую посмотреть. Вкратце, это молодая американская компания, которая делает часы в Поднебесной. Хорошо делает. Ценовая политика тоже вполне приемлемая, особенно на фоне других фэшн-брендов. Дизель, Daniel Wellington или Guess вообще продают откровенно низкокачественную китайщину по неадекватно высокой цене. Time Teller от Nixon является отличной альтернативой для любителей минимализма. Их можно найти по цене 80-90 евро. Традиционно этой линейке присущи классические стрелки-батоны, тонкие полированные накладные метки и радиальная обработка циферблата, которая красочно переливается на свету. Элегантная надпись Nixon обычно располагается на 3 часах, но бывают и исключения. В этой модели, например, есть указатель дня и даты в винтажном стиле. А тут часовые метки сделаны из 3 темно-синих и 1 золотистого кристалла. Если вам нравится ролик, подпишитесь и нажмите лайк. Мне будет приятно. Продолжим. Винтажный стиль корпуса и браслета также является отличительной чертой Time Teller. Это одна из самых популярных моделей у Nixon, и делается она аж в 3 размерах: Small на 26 мм, Medium на 31 мм и обычный на 37 мм. Корпус тут выполнен из высококачественной 316 стали. Она является гипоаллергенной. А вот с обработкой тут не так все гладко, в прямом смысле слов. Если сатинирование тут сделано на хорошем уровне для этой цены, то полировка оставляет желать лучшего. Рант на Time Teller немного выступает, что защищает минеральное стекло от внешних воздействий. Головка тут, кстати, с гравировкой, как и завинчивающаяся задняя крышка. На ней можно увидеть надпись 100 метров. Это значит, что водозащита этих часов позволяет вам даже купаться в них. Браслет тут, как водится в бюджетных часах, штампованный. Дешевенький на ощупь, но выглядит хорошо. Довольно просто настроить размер под руку. Однако если средние и маленькие модели открываются без проблем, то вот на большом немного туговато. Пока часы не разносились, девушка может ненароком и ноготь сломать, так что будьте аккуратней. Модель на кожаном ремешке немного дешевле, но вот качество его оставляет желать лучшего. Вот так вот он выглядит новый, только с коробки. Не думаю, что он долго протянет, так что вскоре придется его заменить. Баклю можно оставить, она с гравировкой и хорошо сделана. Если захочется, браслет тоже можно поменять, например, на миланский. Это будет вам стоить еще дополнительно 15-20 евро. Размеры тут следующие: Small 14 мм, Medium 16 мм, а у обычных показывает 19,5. Браслет, я думаю, все равно можно как на 20 сюда брать, а если не будет влезать, немного просто подшкурить края. Тут используется качественная сталь, а не какой-то сплав. Часы действительно могут быть тяжеловаты для девушек, особенно если это первые часы. Маленькие и средние на браслете весят 50 и 70 грамм соответственно. Их можно брать без проблем, а вот большие 102 грамма. Для непривыкших такой лишний вес на руке может вызвать дискомфорт. В таком случае лучше брать на ремешке. Это позволит 2 раза облегчить часы. Однако помните, кожу не рекомендуется мочить в воде. В итоге опять тот же вопрос. Стоит ли покупать Nixon Time Teller? Лично я отдаю предпочтение моделям с сатинированием и на металлическом браслете. Они точно стоят своих денег. Тут и металл отлично используется, и контроль качества неплохой. Да и водозащита 100 метров в этом бюджете уже отличный повод их купить. Но также вы должны понимать, что в первую очередь это фэшн-часы, и вам должен нравиться их дизайн. Это их главное достоинство. Тут стоит самый стандартный механизм от Miyota, который отвечает минимальным необходимым требованиям. Он достаточно точный и достаточно надежный. Но если вы хотите что-то более изысканное, именно в часовом плане, то стоит обратить внимание на начальных японцев – Casio, Seiko или Citizen. А если вы хотите просто топовые характеристики, то можно посмотреть на китайцев, вроде Bodari. Напишите в комментариях, как вы выбираете часы, исходя из внешнего вида или все же характеристики для вас важнее. Всем спасибо за просмотр. До скорого!